Привет всем, и вот мы уже в Сербии. На другой стороне пробка, а мы едем к руинам виллы римского императора Константина Великого в некогда роскошный пригород его родного, тогда римского города Нейсис. Сейчас он называется Ниш. Возможно, где-то тут, на его окраине, почти 18 веков назад, родился и рос этот будущий первый христианский император. Потом Константин не забывал родные места и посещал этот город регулярно. И чтобы не ютиться по знакомым, построил себе виллу на сельскохозяйственной ферме Медиана. Небольшую, всего лишь 40 гектаров. Неплохо, но, говорят, под Геленджиком сейчас строят виллу побольше. Так вот, после нашествия гуннов в V веке, потом аваров и славян, она была разрушена, забыта и потеряна почти на 1500 лет. Но найти ее сейчас весьма просто. Она находится напротив Нишского университета с немного необычным названием Метрополитен. И вот за забором уже виден белый купол. Заплатив 500 динар на входе, мы уже перед ним. И он реально огромный. Кстати, смотрите, судя по рвам, тут до сих пор производятся раскопки. И вот внутри сначала складывается впечатление, что именно вот то бело-красное здание с колоннами вдалеке и есть та самая вилла. Но оно неверно. Все пространство под куполом – это руины только его огромной виллы, размерами чуть меньше футбольного стадиона. Вот это пустое поле в центре – это только ее внутренний двор, так называемый перистиль. И чтобы вот хотя бы осознать его размеры, вот для сравнения перистиль замечу не виллы, а целого дворца, но другого императора – Диоклетиана. Но он, в отличие от Константина, христиан не любил. Вне зависимости от размеров и стиля у римлян было все стандартно. Даже вот для сравнения, в таком небольшом римском доме он был окружен крытым коридором с колоннадой. Оттуда можно было попасть в другие помещения по периметру. И вот эти остатки фундаментов и стен – это комнаты. Там местами даже сохранился пол. В таких вот небольших офисах трудились на благо империи советники и другие придворные. Но не в воскресенье. Именно Константин объявил этот день выходным, по крайней мере для христиан и последователей Бога Солнца. Этот день тогда так и назывался – День Солнца. А сам император, как представитель Бога Солнца на земле, чеканил на монетах свое имя как Sol Invictus, то есть непобедимый Бог Солнца. И вот представляете, по этому полу, украшенный мозаикой, ходил когда-то этот самый могущественный человек на свете того времени. Как вы, наверное, уже заметили, тут много мозаики. Они покрывают 7-ю часть виллы. Часто это просто геометрические мотивы, в которые вплетены растительные мотивы, мотивы пропеллеров и лево- или правосторонних свастик. А вот самое интересное нас ждет в самом дальнем конце виллы. Тут находились комнаты для высокопоставленных гостей, приемный зал и 2 пиршественных зала, так называемые триклинии. А по коридору можно было сразу попасть в термы. В большом приемном зале, понятно, что именно тут император принимал своих дорогих гостей со всего мира, мозаики в соответствии месту уже более сложные. Они сохранились только фрагментарно, но у входа в зал можно увидеть речное божество Фливиус, а внутри зала в центре изображение головы медузы. Ну, куда ж без нее. После приема, спустясь по ступенькам к этому коридору с уже другой мозаикой, гости отправлялись пировать и обсуждать дела в этот триклиний. Он круглой формы с 2 маленькими помещениями по бокам и с прекрасной такой классической мозаикой. Мотивы, которые не повторяются. Очень красиво. А вот этот разрез посередине – это не раскопки экскаватором, это туннель обогревательной системы пола. Просто пол с мозаикой над ним когда-то обрушился.
Полы и, возможно, даже стены помещений для гостей рядом также отапливались. Люксус даже сейчас. Как и настенные фрески, впрочем, тоже. Но это только реконструкция. А вот тут рядом лежат части мраморных колонн, остатки былой роскоши виллы. Немного такого добра есть еще и в музее. И тут понимаешь, что когда-то все было разрушено до основания и стерто, как эти фрески, временем. Не будем пускать слезу по прошлому и напоследок заглянем в этот уже знакомый и загадочный домик. Он стоит здесь почти 100 лет и был когда-то первым римским музеем. Там находится второй триклиний, точнее то, что от него осталось. Напольная мозаика тут тоже сложная и не повторяется. Смотрите, в каждом прямоугольнике разные символы, но в отличие от первого он не круглый, а шестиугольный, с фонтаном в центре и 3 боковыми комнатами. Третий, наверное, про запас. Значений их мы точно не знаем, но значение этого триклиния для археологии просто колоссально. Ведь сначала нашли именно его, и именно с него начались раскопки тогда еще только предполагаемой виллы. Это уже потом, после главных раскопок и реставраций, виллу накрыли этим куполом, в котором, кстати, чувствуешь себя немного как в огромном парнике. И вот, выбравшись под палящее солнце, что на самом деле не намного лучше, идя по этой дорожке, мы наткнулись на такое вот сооружение, такой прямо сарайчик, а внутри руины одной из 2 ранних христианских церквей Медианы. Но она была построена уже после Константина, ведь он покрестился только прямо перед своей смертью. Так что вот такой был христианский император. Кстати, рядом еще есть фундаменты бараков для солдат, но мы туда через ров не полезем. И вот остатки той самой бани. Помимо триклиния, они для отдыха и переговоров были тоже важным местом. Может быть, они там обсуждали, у кого больше перестиль. Но точно, что гости там делали, мы не знаем. Оказалось, она еще до конца не исследована и будет, возможно, только потом накрыта таким же вот куполом. Но археологам тут еще копать и копать. Да, а оказалось, мы забрели на участок активных археологических работ, и за них невозможно посмотреть весь археологический парк. Так что в избежание конфликтов мы на этом и закончили осмотр. Вот уже как послесловие, едем уже в сторону Болгарии, там мы будем снимать руины греческих поселений. Хочется заметить, что Балканы, даже что касается древнеримской истории, весьма недооценены. Тут родились 17 римских императоров, то есть 1/7 всех римских правителей. И мы будем дальше искать, смотреть и, конечно же, снимать видосы. Так что до новых встреч!